После Октябрьской революции отечественный балет долго не мог превратиться из императорского в подлинно советский. Перепробовали множество рецептов. Показывали большевистский переворот, индустриализацию, успехи советского спорта. Не то. Рабочая публика все равно предпочитала старые вещи вроде «Спящей красавицы». В 1932 году ленинградские интеллектуалы придумали, что показать нужно не свою революцию, а чужую. Хорошо начать с Великой Французской. Про балет под названием «Пламя Парижа» есть легенда. Якобы Алексей Стаханов за свои заслуги в шахте получил билет в одну и ту же царскую ложу с режиссером Владимиром Ивановичем Неверовичем Данченко. А поскольку он оказался на балете в Большом театре первый раз, спросил у своего соседа по ложе, будут ли здесь петь. Владимир Иванович с профессорским видом взялся долго объяснять, что балет, мол, это искусство, где все выражается пластически и без слов, но в этот момент хор на сцене грянул Марсельезу, и Стаханов, толкнув своего соседа в бок, сказал: «А ты, видать, тоже на балете в первый раз». К счастью, нашелся хореограф, который смог поддержать «Пламя Парижа» танцевальным, а не только певческим топливом. Это Василий Вайнонен, которому в тот момент было всего 28 лет. И вот в чем фокус. На сцене изображается революция, и от этого должна произойти революция в искусстве советского балета. Но хореография Вайнонена, особенно в последнем акте, это чистейшая старая классика, блестящий и виртуозный академический танец, почти как в «Спящей красавице». То, что и было нужно и любимо советскими артистами и зрителями. Сколько ни пой Марсельезу. И кульминация балета — танец марсельцев Жанны и Филиппа по форме самое традиционное ПДД. Правда, без вступительной части, без антре. Но мы его любим и таким. В гала-концерте Dance Open 2019 года его исполняли Елена Евсеева и Игорь Цверко.